Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика. И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Подписал он эту каточку как «Давнее желание». Если что, эту каточку он заснял с 10-го раза, поэтому давайте посмотрим, что здесь конкретно будет происходить и какое же это все-таки будет желание. Мне на самом деле очень интересно, что это будет за желание и в целом, как каточка будет развиваться. Ну что, посмотрим, будет ли здесь наказание инсектоидов, будет ли здесь наказание имбы по поводу антимага и Манки Кинга. Узнаем. Мне очень интересно посмотреть, что будет, как развиваться. И, короче, хочу напомнить, что в предыдущем ролике сегодняшнем, который вышел в 12 часов, я там говорил, что соберется 50 лайков, я, соответственно, сниму контент с Empress Light. Кстати, классный пинг, понял. Контент начинается с того, что его начинают выкидывать из игры, мы поняли это, подписали, как бы запомнили. Короче, под предыдущим роликом, сегодня, который в 12 часов вышел, напоминаю, когда соберется 50 там лайков, я запишу контент с Empress Light. Empress Light я буду керить. Пинг у него шикарен. Вот, поэтому что мы делаем? Правильно, переходим в предыдущий ролик, смотрим его, наслаждаемся каточкой. И хочу напомнить, что я еще болею. И записать 2 контента подряд немножечко, конечно, для меня трудновато. Поэтому я вижу, он уже здесь скиллует. Гоблин-убийца в 2 звезды ему пришел. Ну, нормалек, так нормалек. Сразу видно, скилл detected, скилл нормалек. Да, это сильно, да, это мощно. Что ж. Его, конечно, пингует люто. Очень люто пингует. То ли это интернет, то ли это игра. Я, скорее всего, думаю, что это игра, все-таки не интернет, потому что у меня тоже пинг такой иногда огромный становится. Я думаю, у многих так происходит. В какой бы вы точке мира ни находились, у каждого это происходит, я более чем уверен. Хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях под этим роликом будет закреплено сообщение с конкретной ссылкой на мой телеграм, на конкретную запись. Поэтому что правильно, переходим, соблюдаем все условия, скидываем мне свою карточку, и я ее буду комментировать. Ребят, только я сразу говорю, хочу напомнить, что я не обещаю, что карточку я прокомментирую довольно-таки быстро. Буду комментировать, соответственно, по мере возможности, потому что сейчас я как бы приболел, и мне на самом деле, ну, состояние, нестояние. Мне вроде бы вот полегчало, и я, соответственно, такой думаю, ну, сниму контент, почему нет? Ну, полегчало, и я вот первую каточку свою снял. Каточка максимально мастхэвная получилась, мне очень понравилось, с мантией короля, как я и обещал. Но все-таки мое состояние нестояния играет роль, потому что мозг плавился люто. Сейчас вот комментирую каточку где-то спустя час с чем-то. Вот. Чтобы чисто почилить, отдохнуть, чтобы мозг немножечко остыл, потому что я когда снимал предыдущую каточку, просто был максимально горячий. Так, он поставил здесь панду, и что я хочу сказать? Скорее всего, он будет здесь на скилле из панды что-нибудь тянуть. Как думаете? Ставим ставки. Будет ли он здесь что-то на скилле тянуть или не будет что-то на скилле тянуть? Я думаю, что будет на скилле тянуть. Я думаю, будет еще и как. Что-то ему панда 100% да принесет. Интересно. Ставит полуорков плюс горн. Ну, тут дух пятерка есть. В принципе, если, знаете, повезет ему хорошенько, повезет ему как с предметами, так и с фигурами, то можно сделать такую имбу с духом пятеркой. То есть, смотрите. Берем духа пятерку как мейн керри. Закидываем посох 3-го тира. Агоним. И дальше там шмотки уже по... Ну, надо будет смотреть, соответственно, по обстоятельствам. 2 бадончика ему, кстати, пришло. Я бы, на самом деле, взял бы 2 абадончиков, но он решил почему-то контроль закинуть. Интересно, почему? Он, наверное, рассчитывает на то, что ему панда вытащит полуорка, либо... Ну, я думаю, что он все-таки рассчитывает на то, что ему панда вытащит полуорка бога. Но я бы на его месте все-таки бы взял 2 абадонов. 2 абадона — это сильный персонаж, это все-таки массовый AOE дэмэдж, плюс это щит. Не знаю, что не берет. А ну-ка, топ-не-1, ответишь мне в комментариях, почему ты не берешь 2 абадонов. Че так? Рассчитываешь на пандочку? У нас с тобой миндальная связь, поэтому я думаю, что ты все-таки рассчитываешь на пандочку, что тебе полуорк бог упадет. Вот. Ну, пока что, на самом деле, у него все неплохо. Типа, нормалек. Конечно, пингует его люто. Еще одна панда пришла.
Ну реально, если берешь, короче, духа пятерку, ставишь фулл горн, фулл полуорков, духа пятерку киришь с посохом третьего тира, аганимчик, можно рапиру, либо криты, короче, даже дальше можно шмотки будут на дамаг, либо же на какой-то контроль. То есть цепочка четвертого тира зайдет. Что еще такого? Ну, там, короче, надо будет уже смотреть по обстоятельствам. Типа, если упадет рапира, то можно и рапиру. Если упадет криты, можно и криты, если, соответственно, два мейн-предмета будет. Два мейн-предмета — это посох третьего тира и, соответственно, аганим. С вот этими двумя предметами это будет нереально много дамаги. Поэтому после них можно уже думать, что будет. Что добавить, что не добавить. Я бы, на самом деле, на его месте даже попробовал бы выйти сейчас в 20 монет. Было бы неплохо, как по мне. Ну, имею в виду, в предыдущем раунде можно было продать пандочку, клокверка. Ну, в любом случае продал. Топ не один. В чате кликаешь, потому что тебя бесит красное пятно? Признавайся. В оповещениях. На самом деле, меня тоже иногда бесит, когда все горит, знаете. Там красное пятно горит, там оповещение горит. Ты хочешь это все прокликать, чтобы оно нигде ничего не горело. Так, запись же идет. Запись идет, отлично. А то иногда что-то запись, знаете, меня прикалывает. И у меня было уже второй раз. Ну, до того, как я заболел, второй раз произошла поплава. Это то, что у меня запись почему-то сбросилась. То есть она на половине почему-то бах и сбросит. В чем прикол был? Непонятно. Вот реально непонятно. Ну, кто знает. Убийца Горна не берет. Рассчитывает все-таки на то, что ему придет. Хотя, подожди. Убийца Горн все равно нужен. Хочешь, не хочешь, а убийца Горн нужен. Боги-жрецы тут собираются. Ага, понял, принял. Нежить. Интересное решение. Посмотрим сейчас, может, что на 10-м раунде упадет. О! Skill detected. На 5-м уровне нашел антимага. Skill detected. Только почему у него не ставят, вот это вот непонятно мне. Типа, как по мне, ну, ладно, в принципе, у него Сларк там хороший, заряженный сейчас. С бафом гоблинов. Все как надо. Skill detected, ребят, skill detected. Найс. Найс. А вот и халявные роллы подъехали. Давай, бери резачка. Ты же для этого их собирала, да? Все, пандочку убирает пандочку. Хотя не, пандочку оставляет. Сейчас ему пандочка что-нибудь выкатит, 100%. Он любитель играть на пандах. Поэтому я более чем уверен, что ему что-нибудь сейчас... Какая-то панда что-нибудь выкатит. Фу, я заговариваюсь, короче. Ну, не обессудьте, ребят. Не обессудьте. Для моего текущего состояния это нормально. У меня мысли вот так вот крутятся просто нереально. Я думаю, по моему голосу все прекрасно слышно, насколько они могут крутиться. Мне еще вот это вот бесит тема, когда ты болеешь и разговариваешь себе в нос. Это must have. У тебя голос становится максимально не твоим. А какой-то, знаешь, там, третьего человека какого-то. А еще тебе, ты когда начинаешь разговаривать, много, быстро, там, всякую мысль расскажешь, эмоции показываешь, все такое, то задышка. Задышка появляется. То вообще, ну... Кто придумал болеть? Давайте петицию соберем и договоримся о том, что болеть не будем. Я хочу собрать петицию. Где подписываться? Чел там почему-то не ставит антимага. Мне прям очень интересно. А, он все поставил. Все, забирай со назад. Антимаг стоит. Все как надо. Все то, что доктор прописал. Его пингуют знатно. Усиление. Не знаю, вам слышно это или нет. Я надеюсь, конечно, что вам этого не слышно, но у меня там сосед за окном что-то пилит. Не знаю, болгарка работает. Короче, надеюсь, вам этого не будет слышно. Я, конечно, послушаю запись, но я надеюсь, что этого слышно не будет, потому что этот звук будет очень тяжело убрать. У меня хотя все шумодавы работают, все такое, но все же. Надо ему предметы сейчас Тинкера перекинуть.
Нормально ему так усиление приходит. Я бы сказал добротно. Я бы на его месте, на самом деле, Рубика продал бы и Гоблина-убийцу продал бы, чтобы выйти в 40 монет. Странный типчик там, почему-то в 4 фигуры играет. О, горло, а ну, успокойся, вернись обратно. А то уже начинает просадка вот эта вот идти. Бесящая просадка. Просадка по голосу. 5 винстрик у молодого там. Не, ну у него сейчас хороший стол. Реально очень хороший стол. Типа, один резак чего стоит 2 звезды. В Тинкера я не верю. Тинкер это мразь, потому что он будет накидывать свои ракетки туда, куда не надо. А если накинет куда надо, это вообще must have, но зачастую это будет кидать туда, куда не надо. За экономику он пока что не особо парится, но я бы на самом деле парился бы на этот счет. Я бы и Рубика продавал, и тому подобное и так далее. Тяжело ему идет и гида. Пока что тяжко. Очень тяжко. У меня аж нос зачухался. Я же все-таки, ну, тут будут полуорки, плюс горн, плюс боги. Звучит прикольно. Под духом пятерочку это вообще будет развал. Надеюсь, у него эта идея получится. Но на самом деле, типа вот этот весь билд, который собирается, это боги, горн, полуорки, контрится просто гритерами. В легкую контрится гритерами. Это прям не передать словами, насколько это легко контрится. В последнее время, кстати, замечаю часто, что нежить появилась в лобби. Нежить. В лобби. Ну тут лич есть легендарный, типа... Может из-за того, что и лич есть из-за этого... Ну такое себе, конечно, усиление, но лучше, чем ничего, правильно? Гоблина-убийцу продал, Рубика поставил, в принципе, норм. Так вот. Из-за того, что есть лич легендарный, скорее всего, из-за этого хочет поиграть на нежити. Потому что нежить, на самом деле, сейчас контрится как 2 пальца об асфальт, и она вообще в немете, потому что есть инсектоиды, которые сбрасывают дебаф нежити. Это вообще лють. Плюс сумоны есть. Ну, короче, много билдов, которые контрят нежить. Но я, наверное, думаю, что он просто из-за того, что есть лич. Хотя, на самом деле, имея лича, можно и даже без нежити играть, по сути. Собираешь лича в 2 звезды, посох 3-го тира, спел призм на 2 таргета, плюс агоними, и ты разваливаешь кабины 90% случаев здесь всем. Слишком сильный лич становится под такими вот предметами. Ну, жрица в 2 звезды тут сейчас мастхэвный прикол делают. Давай, души! Рубик стырил змейки. Рубик, давай, спам! Нет! Не, нормально, он сейчас немного получит. 8 урона всего лишь получил. Это нормально. Пока что это нормально. Так, у него есть награда за гоблинов. Может уже ее активировать. Почему бы и нет? Сейчас будет на бабках сидеть. Кстати, в последнее время я на самом деле с этой наградой за гоблинов так провтыкиваю просто. Не знаю, с чем это связано. Короче, беру награду за гоблинов, выхожу в 60 монет плюс. И знаете, забываю за нее то, что она у меня там лежит, там в сумочке, там отдыхает, чилит. Я просто такой... Не, ну уровень так уровень. И пикаю уровень. А потом вспоминаю, знаете, после того, как в 50 монет опустился. Саня, что ты делаешь? У тебя же награда за гоблинов есть в сумочке. Надо награду за гоблинов было юзнуть. И 80 монет плюс выходить. А потом на следующем раунде снова забыл за нее. Чувака там винстрик на первом месте. На самом деле здесь есть классные легендарки, на которых можно потворить движа. Пока комментирую каточку, у меня левое ухо заложило. 10 из 10. Оу, май! О, это что? Я понимаю, вот это имбульку принес панда. Тоже вышел из инкама. Ай-яй-яй.
Не, на самом деле под полуорками Марс хорошо себя чувствует. Топ не один, напиши мне в комментариях, ты целенаправленно только что вышел из инкама и поставил себе уровень или как? Мне кажется, он целенаправленно это сделал. Осознанно. Сделал это осознанно. Не, на самом деле реально, под полуорками Марс хорошо себя чувствует. Он же отталкивает. И когда он отталкивает, к нему, соответственно, подбегают они все. То есть, ну, под полуорками Марс себя чувствует отлично, я бы даже так сказал. Так что, в принципе, можно Марса брать. Предмет, кстати, не пикнул. Это такое. О, какой массивный предмет упал. 10 из 10 предметов. Под предметов у него, конечно, такой шлак. Мамма мия! Но я бы на самом деле на его месте отдал бы Тинкеру. Знаете почему? Потому что у Тинкера ракетки летят раз в 3 секунды. Ой, 3 ракетки летят, это во-первых. Плюс минимальная КД на этих ракетках. Я бы на самом деле отдал бы ракетки все-таки вот. Отдал бы Тинкеру этот предмет. Отдал бы ракетки. Короче, в Тинкера бы я отдал. Вот. Сорян, если что, там где-то заговариваюсь и все такое, ну просто тяжело, немножко тяжело все-таки. Все-таки лучше, наверное. И, короче, напишите, если что, в комментариях, как по итогу ролик вышел. Потому что, ну, мне нужен, знаете, мне нужно мнение. Мне, короче, нужно третье мнение. Потому что себя я сильно критикую. Типа, я вот сейчас себя плохо чувствую, типа, немножко там заговариваюсь где-то в моментах. Я хочу спросить у вас, насколько это влияет. Я надеюсь, что это не особо влияет, а наоборот, с этого можно даже поржать немножко. Поэтому надеюсь, что это хотя бы довольно-таки смешно. Ну, в принципе, пока что все неплохо. 53 хп, 80 плюс монет, почти 7. Все пока что отлично. Но единственное, что из-за того, что у Эгиды долгая КД, я бы все-таки отдал бы предмет в Тинкера. Но это лично мое мнение. У меня там сосед, походу, решил, не знаю, забор построить или что. Болгарка так работает активненько. А вот взял бы Марса. У тебя были бы уже боги. 2 бога. Угу. О. А что это за прикормка? А кто это у нас тут такой? Ну, можно и так, в принципе. Но ему Марс нужен. У него будет тогда 2 бога. Не знаю, я бы, конечно, отдал лучше бы Резаку. Кристалл мана плюс 50. Как по мне, это намного импактнее. Яйцо решил поставить. Кстати, а что там по друидам? Когда инча в 2 звезды будет? Есть вопросик. Есть вопросик, когда будет инча в 2 звезды. Хочу друида. Давай друида. Ну, конечно, без богов Эгида плохо кастует. А чё он такой... О, кстати, Рубик стырил хорошую способность. Очень хорошую способность стырил. Марс! Да. Нет! Рыжего лиса продай! Бедный резак 2 звезд. Обида, боль. Обида, боль. Не, я серьезно слышу. Марс под полуорками хорошо смотрится. Он все время будет отталкивать своим щитом. И все время будут на него набегать полуорки из-за этого. Это круто. Под духом 5 это вообще будет шикардос. Ну, кстати, не знаю. Ну, в принципе, вообще мобов он должен затащить. По крайней мере, я надеюсь, что он затащит. Потому что что-то
Нормально. Хорош. Хорош. Даже стаки с посоха не... А там стаков на посохе нету. Мастерская бума. Шикардос. Пока что все отлично. Ему фуловые боги нужны. Нужны фуловые боги. Немного бафа морских поставил, чтобы засейвиться. По идее, если ему повезет и придет дух пятерка в 2 звезды, это будет очень мощно. Это будет супер сильно. Но, как я уже сказал ранее, эта сборка вся законтрится элементарными гритерами. Ну что ж, посмотрим. Если его противники немножечко, ну давайте так, не очень продуманные будут, то гритеров в этой катке не появится. Но если они немножечко думают, то, соответственно, гритеры должны появиться. У него 45 хп, это плохо. Чел с винстриком, с Марси в 2 звезды. Ну, все то, что доктор прописал. На! Хорош! Хорош Рубик захилил на 3000. Это было близко. Почти винстрик у него забрал. Минус 6 в табло. Надо уровень дальше брать. Ему как минимум 9 нужен, чтобы ролиться полностью. Ему не хватает фуловых богов. Интересно, 10 будет брать или нет? Не, ну у него на самом деле 39 хп, поэтому я думаю, 10 он брать здесь не будет. Ему здесь будет плохо. Убийца. Убийцы под морскими. Интересненько. Очень... Я чуть не умер. Вы это видели? Вы это видели? Теперь вы понимаете меня, почему я ненавижу этого рыжего лиса? О, кстати, А друида? Не? Кстати, может Думу поставить, будет тоже прикольно. Ой, я надеюсь, многие меня сейчас поняли, почему я ненавижу рыжего лиса. Просто, вы видели? Просто в никуда закастил. Какой ты молодец, боже. Юзлес персонаж, боже, чтоб тебя удалили из игры, я тебя молю. Я не знаю, что разработчики думают в своей вот этой маленькой головешке. Я понимаю, что у них мозг закрыт в шапочке из фольги, но неужели нельзя это пофиксить? Просто только что произошло. Чел на рыжем лисе прокатился в пустую точку, и там, где должен появиться был убийца в будущем, он туда уже заранее кастанул свою способность. А там никого не было. Ну, это гений. Это непризнанный гений. А ничего не хочешь шапнуть? Ну, я бы... Не знаю. Богов можешь поставить. Что не хочешь? Надо дух пятерочка в 2 звезды как минимум. Но уже сильно, смотрите, уже сильно. Уже много контроля, уже много дамага. Отлично. Отлично, шикарно. Еще и цепочка. Боже, прекрасно. Ему нужен только дух пятерка в 2 звезды. Дай бог ему сейчас фартанет. Ребят, держим за него кулачки. Держим за него кулачки. Все вместе. Держим за него кулачки. Верим в него. Так, отлично. Фулгорн поставил. Шикардос. А может не надо ролиться пока что? Ну, у него ж нету этого. Что?
Чтоб мне так везло. Охренеть не встать. Духа пятерку за пару роллов найти. Это скилл. Это скилл. Скилл и никакого мошенничества. И мы теперь только гоним, и все. Им торба. Им торба, если они не перестроятся. Если они не будут какую-то другую сборку делать, то им торба будет. Под духом пятерочки там будет поплава лютая. Да плевать, все предметы давай. Давай, гоним. Ну что, помянем, ребят, их? Помянем. Да не-не-не, надо было тебе в уровень идти. Ты думаешь, найдешь двух духов пятерочку? Не, ну это будет сильно, если ты двух духов найдешь. Я бы орка чернокнижника взял на самом деле. Почему бы и нет? Орк чернокнижник хорошо смотрится тут. Там сильные билды, но если его никто сейчас не будет контрить в плане того, что гритеров поставят, то он здесь их вынесет. Сейчас будет каждый раз контроль срабатывать, и, соответственно, это будет просто разрыв. Ну, просто, ну нормально? Как вам, приколюха? Я считаю, это круто. Это охренеть как круто. Все, надо сидеть в бабках, брать себе 10-й и там ролить себе легендарные фигуры, которые ты хочешь. Дух пятерку очень мощный. Но только я же говорю, что прикол в том, что его можно спокойно законтрить. Спокойно. Просто элементарно поставить себе гритеров. И все. Он сейчас на самом деле всех порвет тут. У него сейчас такой огромный стол, что он тупо здесь будет всех рвать вдоль и поперек. Даже инсектоида, я думаю, порвет спокойно. Потому что полуорки будут вечно набегать. И, соответственно, будет триггерить пассивочку духа пятерки. Плюс у него еще и Ворон стоит, кстати. Который тоже может там станчик накинуть, обезоруш накинуть. А все это триггерит духа пятерку. И дух пятерка там начинает разваливать. Но для него пока что никто опасности не составляет. Даже инсектоид, я более чем уверен, что не составляет опасности. У него слишком сильный дух пятерка. Дух пятерка с агонимым способом третьего тира на 20 стаков. Типа, там все. Там Габелла, Изабелла им. Просто, ну вот. Он стирает их в порошок. Он даже не дает им подышать. Там хан. Там хан пришел по-любому. Он яйцо закинул в хана, а там хан пришел. В такой билд на самом деле идеально почти все смотрится. Типа и можно и антимажика поставить. Антимага ставишь себе спокойно. И кайфуешь от жизни. Хана в 3 звезды, отлично. Неплохо. С минимальным КД сейчас будет контроль накидывать. Просто ставишь вот так вот полуорков, духа пятерочку, антимага в этот билд, горный, и все, это будет красота. Он даже вот этого вот охотника сейчас порвет без шансов. Там чел уникальный, там он керит охотника-зверя. Честно, играл бы я, против меня уже бы высралось 5 или 3, ну, короче, 2-3 гритера, 100%. Так, инсектоид, здорово. Инсектоид, пока. Я говорю, пока, инсектоид. До свидания. Домой. Эх, 1 хп у молодого остался. Жаль. Сейчас все думают такие, что ты такой обозленный на этого инсектоида? Ребята, просто я когда в каждом лобби играю, в каждом лобби вижу по 2-3 инсектоида, и у меня просто блевать от этого хочется. Но больше всего я удивлен, что реально никто не делает гритеров до сих пор. Вот этот левел-ап мог бы спокойно перестроиться уже в гритеров. Нормально у него такие противники. Чел просто керит себе охотника-зверя. Нормалек. Убийца-ведьмак. Ну, слабовато, конечно, потому что здесь особо нету никого.
Он мог бы просто убийц сделать. Ну, решил сделать себе ведьмаков чисто для чистого урона с руки. В принципе, тоже неплохо. Но на самом деле плевать. Но сейчас будет прокатываться им по лицу и просто возгрызать их. Как же это красиво, боже. Это очень красиво. Это реально очень красиво. Ну, он сейчас никого не боится. Вообще никого не боится. Он всех рвет. Дух пятерка овер сильный. На самом деле в духа пятерку можно даже рапиру закинуть. Там будет разрыв тоталити. Под рапирой, под посохом третьего тира 20 стаков там будет. Там будет та-та-та. О, чел додумался, закирил себе снайпер. Молодец. На самом деле, в свежем же патче, если что, нерфят Хана. Это бред. Это и так был биомусорный персонаж. Его еще и нерфят. Интеллектуалы. Просто интеллектуалы. Свинки. Отлично. Обузит сразу. Хорош. Ай, не успел. Обида. Просто 1 секунда. Просто 1 секунда. Эх. Он просто на 1 секунду не успел, прикиньте. Обидно. Догончик неплохо смотрится, кстати. Плюс 4, плюс 40% урона. Хотя можно некра поставить чисто для того, чтобы спам был. Плюс 4 фигуры, точнее, плюс 4 суммона, которые будут 3 звезд. Ну, МКБ тоже пойдет. Там, в принципе, дух пятерка считается как керри персонажем, который с руки дамажит. Не, если никто не поставит гритеров, он всех порвет. Абсолютно всех порвет. Так, Сяо Линь. Как же просто плевать. Абузит инчу. Хорош. Обезоружь вдвойне хорошо, потому что это тоже триггерит, если что, духа пятерку. Ой, еще дух пятерочка. Но ему дух пятерочка не нужен. Не, если чел на топ-1 сейчас не возьмет себя и переделает, то он заберет здесь топ-1. В легкую причем. Без единого шанса он тупо заберет этот топ. Они вообще, походу, за игрой не следят или что? Инсектоид сильный, но я в инсектоида сейчас не верю. Инсектоид откисает. Они все откисают, если тут не будет гритера. Дух пятерка слишком сильный. Плюс полуорки, которые вечно бегают и накидывают станчик. Он бессмертие пробил чуваку. Кто вдруг не помнит, то в предыдущем раунде у снайпера было бессмертие. И он тупо только что с бессмертия пробил его. Как мне нравится эта игра. Не то баг, не то фича. Там инсектоид выиграл эльфа. Понимаю. Пробил бессмертие снайперу. 10 из 10. Ну, я думаю, инсектоид откисает. Да и этот откисает. Ну, этот 100% откисает. Инсектоид там еще что-то попробует пободается, но он тоже откиснет, потому что вечный стан от полуорков будет, потому что они будут набегать.
Давай, лешего, для красоты. Эх, не пришел леший. Ой. И на красивой ноте вернул себе ранг Ферзь. Красота. Это было очень красиво. Серьезно, это было очень красиво. Но его противники... Это next level play. Мне больше нечего сказать. Он челу бессмертия пробил. О чем говорить? Он челу пробил бессмертие. Пробил бессмертие. Это очень крутая каточка. Очень крутая каточка. Лайк. Очень красивая каточка, очень интересная, добротная. Мне все понравилось. Эмоции я свои получил. Единственное, что я вот прихворал, и из-за этого... Не знаю. Давайте так. Вы напишите свое мнение в комментариях по поводу того, как я прокомментировал данную каточку. Все ли понравилось? Насколько была хороша подача и все такое? И насколько было все-таки заметно все, что мне хреново? Вот. Все, от вас я жду фидбэк по поводу этого комментирования. И что думаете по поводу этой каточки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поставить свой лайк, подписаться на мой канал. И также у меня есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!